Любишь ароматную домашнюю выпечку? Тогда этот персиковый пирог точно для тебя. Рецепт этот универсальный, персики можно заменить на сливы, нектарины или даже яблоки. Уверена, будет также вкусно. Для начала подготовим фрукты. 4 средних персика нарезаем довольно крупно, чтобы они не растворились в тесте, а чувствовались кусочками. Далее нужно добавить к персикам небольшое количество рома. Можно заменить на коньяк, но это, конечно же, по желанию. Также посыпаем небольшим количеством сахара. Алкоголь в процессе выпечки полностью испарится, а вот аромат останется. Он красиво подчеркнет вкус персиков и сделает пирог еще более выразительным. Пока настаиваются персики, займемся тестом. К сметане добавляю соду и перемешиваю. У меня тут микс домашней и магазинной сметаны. Как раз необходимое количество нашла в холодильнике. Далее в отдельной миске соединяем яйца, сахар и ванильный сахар. Взбиваем все до пышной светлой массы. Это займет до 5 минут. Этот этап очень важен, именно так пирог получится воздушным. Как всегда хочу напомнить, что необходимые граммовки и рецепт вы найдете в описании под этим видео. Потом к яично-сахарной смеси добавляем уже погашенную содой сметану и все перемешиваем. Кстати, тот, кто придумал силиконовую лопатку, точно гений, потому что это уникальное изобретение, максимально практичное и нужное для готовки. Теперь переходим к сухим ингредиентам. К муке добавляем разрыхлитель и щепотку соли. Обязательно просеиваем ее через сито, не пропускаем этот этап. Теперь все аккуратно и быстро перемешиваем до однородности. Но чтобы мука не разлетелась по всей кухне, сначала слегка вмешайте ее в тесто, помогая себе венчиками, с выключенным миксером. А сам миксер включенный используйте не больше 10 секунд. Тесто получится гладкое, не слишком густое, приятно текучее. За это время персики уже настоялись, немного пустили сок. Еще раз все хорошенько перемешиваем. Форму для выпечки лучше взять 22 см в диаметре. У меня разъемные формы либо большего, либо меньшего диаметра, поэтому я решила использовать обычное разъемное кольцо для тортов. Низ проложила фольгой и вырезала на дно круг из пергамента. И, как всегда, на помощь приходит силиконовая лопатка, чтобы драгоценное тесто не осталось на стенках миски. А теперь сверху аккуратно выкладываем наши ароматные персики. Они слегка утонут в тесте, а в готовом пироге они будут распределены слоями. Сироп, который остался от персиков, ни в коем случае не выливайте, он нам еще пригодится. Сверху слегка посыпьте пирог сахаром. Я использовала коричневый сахар как для посыпки, так и для персиков. А теперь в разогретую духовку на 180 градусов примерно на 1 час. И вот он красавец, золотистый, румяный и ароматный. Оставляю его, чтобы он слегка подостыл, и только потом достаю его из формы. Если вы использовали разъемное кольцо так же, как и я, показываю процедуру, как я из этого кольца пирог доставала. Перекладываю пирог сначала на решетку, потому что если его переложить на тарелку, то внизу может образоваться конденсат, а он нам не нужен. Теперь еще теплый пирог смазываю тем самым ароматным персиковым соком, который у нас остался. Использую для этого силиконовую кисточку. Максимально рекомендую вам попробовать этот пирог еще в слегка теплом виде. Вкус персиков, аромат не передать словами. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте этот рецепт, он не подведет. Поставьте лайк, если вдохновились, и напишите в комментариях, с какими фруктами вы бы хотели попробовать этот пирог. До встречи в новых видео!